Всем привет! Решила вам показать идею вот такого пасхального декора своими руками. Ведь уже вовсю пора готовиться к светлому празднику Пасхи, украшать дом и делать подарки близким и друзьям. В основе будет переделка вот такой купленной в магазине Fix Price деревянной полки. Если у вас нет заготовки, не беда. Ее можно легко сделать из обычного гофрированного картона. Размеры и шаблоны вы найдете в описании под видео. Глубина домика 8 см. Снимаю пленку и приступаю к созданию крыши. На переплетном картоне рисую 4 прямоугольника размером 12,7 см на 10 см и вырезаю их. Склеиваю попарно столярным клеем. Приклеиваю детали на крышу заготовки. Задний фон домика красивый, но надпись совсем не вписывалась в концепцию моей пасхальной поделки. Поэтому я решила из картона голубого цвета сделать новый фон. Из переплетного картона вырезаю переднюю стенку домика. Отступая снизу 3 см, рисую полукруглое окошко. Вырезаю его из стены. В получившемся окне прорезаю проемы. Сразу не учла высоту подоконника, поэтому снизу на стенке под окошком вырезаю небольшую полоску. Из обычного картона вырезаю полоску шириной 2 см. Откладываю ее в сторону. Рисую маленькое окошко диаметром 3 см на фронтоне крыши и вырезаю его. Изнутри по периметру окна приклеиваю вырезанную полоску картона, как окантовку. Это будет глубина окна. К ней изнутри приклеиваю саму оконную раму. Из прозрачного пластика от старой упаковки делаю стекла на окошках. Приклеиваю их с внутренней части окон. Чтобы домик был уютный, делаю нежные занавесочки на окна.
приклеиваю переднюю стенку с окошком к деревянной заготовке дома. Из двух окружностей разного диаметра и толщины делаю окантовку наличник вокруг круглого окна. Полоской тонкого картона обклеиваю внутреннюю часть окна, временно фиксируя малярным скотчем. Из переплетного картона вырезаю 3 прямоугольника с закругленными краями. Склеиваю их друг с другом. Это будет подоконник. И приклеиваю его на место. Решила украсить домик ставнями. Вырезаю 2 полукруглые ставинки из картона. Рисую на ставнях рамку по краю. Вырезаю маленькие полосочки толщиной 7 мм. Делаю из них жалюзи на ставни, приклеивая друг на друга внахлёст. Ставинки готовы. Обозначаю фронтон на фасаде домика. На оконный переплет приклеиваю тонкие полоски картона для придания рельефа. Шпатлевкой по дереву замазываю щели под крышей и делаю фактуру. У окошка также замазываю небольшие щели. Торцы крыши и конек выравниваю шпатлевкой. После высыхания мелкой наждачной бумагой зашкуриваю все поверхности, которые были покрыты шпатлевкой. На ставнях делаю отметки, где буду приклеивать петли. Приклеиваю петли. Функционально петли работать не будут, поэтому делаю их для красоты. Крышу я решила сделать черепичной. Для этого из упаковок от яиц по шаблону вырезаю маленькие черепички. Приклеивать черепицу на крышу начинаю снизу. Каждый следующий ряд делаю в шахматном порядке. Между рядами оставляю одинаковое расстояние.
Сначала рисовала и вырезала каждую черепичку отдельно, но затем догадалась, что можно вырезать и приклеить целыми рядами. Так проще. Сверху на крышу приклеиваю конек. Термоклеем делаю имитацию черепицы. С помощью шаблона и шпатлевки украшаю узором боковые стенки домика. Приступаю к покраске домика. Начинаю с крыши, покрываю ее зеленой акриловой краской. Такой же краской покрываю конек, торцы крыши и внутреннюю часть крыши. Пасхальный домик я захотела сделать в весенних желто-зеленых тонах. Фронтон крашу желтой краской. Остальную часть домика, боковые и заднюю стены покрываю зеленой краской. Ставни покрываю той же краской, что и крышу. Раму круглого окошка крашу белым цветом. Окно тоже крашу белым. Затемняю конек на крыше темно-зеленой краской. Желтым цветом методом сухой кисти придаю фактуру черепичкам. Также прохожусь желтым цветом по ставням. Немного добавляю желтого цвета на оконные переплеты. Фронтон домика решила украсить полосками светло-зеленого цвета.
контуром желто-зеленого цвета обвожу край фронтона. На узор на боковых стенах домика немного добавляю желтого цвета, чтобы выделить его и добавить позитива. Домик готов. Приступаю к созданию гнездышка для птицы. Для этого мне пригодился бумажный стаканчик. Обрезаю его верхнюю часть высотой примерно 2 см. Примеряю гнездо, чтобы оно хорошо вписалось на подоконник между ставнями. Делаю из картона донышко. Приклеиваю его. Обклеиваю основу гнезда снаружи и внутри веточками и кусочками пакли. Подкрашиваю видимые светлые части гнезда коричневым цветом. Приклеиваю гнездышко на подоконник. Сделанные из самозатвердевающей массы яйца раскрашиваю в разные цвета. Приклеиваю на гнездышко его хозяйку, маленькую зелененькую птичку. Ну и, конечно же, укладываю и приклеиваю яйца в гнездо. Вот такая пасхальная композиция с птичкой, гнездом и яйцами у меня получилась в результате моей переделки-покупки из магазина Fix Price. Я довольна результатом. А вы как считаете? Напишите свое мнение в комментариях. По традиции на Пасху дарят пасхальные композиции и декор, сделанные своими руками. Такой подарок на Пасху удивит и обрадует ваших близких и родных. Его можно поставить на полку или повесить на стену для придания весеннего настроения. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Желаю творческих успехов! Всем пока-пока!